Друзья, у нас сегодня в студии девочки, которые катались в первой разминке сегодня. Девочки, которые не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, а представляют совершенно другие города, которые для меня лично сегодня героини. Я их всех сегодня поздравляю с тем, что вышли на такую большую арену. И, наверное, слово хочу передать Максиму. Макс, у тебя точно есть вопросы? Ну, я прежде всего хочу представить Арина Мариничева, Карелия. Всем привет. Мария Волченко, Челябинская область. Привет. Всем привет и родным, близким, друзьям. И Софья Лукина, это город Уфа, Башкортостан, республика. Всем привет. Девчонки, ну расскажите мне, пожалуйста, вот с какими ощущениями вы сегодня выходили на произвольную программу? Так тепло встречает зал. И насколько я знаю, что вы у нас все втроем дебютантки на такой большой арене. Арин, вот расскажи, с какими ощущениями ты сегодня катала произволочку? Честно, вчера я очень сильно волновалась. Я не знаю, что произошло. В принципе, я была готова. Короткая вообще не задалась. Сегодня уже настраивалась немного по-другому. Публика потрясающая, все хлопают, поддерживают. Мне очень понравилось. Спасибо, Магнитогорск, за такой прием. Произвольная уже получше, не так волнительно. Я отпустила ситуацию и, в принципе, практически все. Да, конечно, не все получилось, но уже получше, чем короткая. Вот, прием очень классный. Я хочу сюда еще вернуться. Софья, твоя очередь. Поделись с нами эмоциями. Я так долго хотела попасть на взрослый гран-при, и он очень сильно отличается от юниорского. Здесь очень много зрителей, и было очень как-то необычно. Прям внимание все прям к тебе было, когда ты выходил. Но обидно, я упала, уже думала, все, выезжаю, но упала, такое падение. Прям очень сильно расстроилась из-за него. Ну, расстраиваться не нужно, потому что тебя поддерживает огромное количество зрителей сегодня. И я напоминаю, что не только здесь, на арене, но еще перед экранами телевизоров, смартфонов, планшетов. Маша, поделись своими эмоциями сегодня ты. Ты в своем родном регионе. Ты из города Челябинск или... Ты родилась в Ялте, сейчас переехала в Челябинск. Почему Челябинск и как тебя встречали в Магнитогорске? В Челябинск вообще я приехала учиться после того, как окончила школу. Сейчас для меня это уже был как второй родной регион, я бы сказала. Здесь очень всегда теплый прием. Я давно мечтала побывать на таких больших стартах, именно на взрослом этапе. И вот сегодня мечта, можно сказать, сбылась. Вот эти 2 дня, которые короткая произвольная программа, я выходила и старалась просто наслаждаться тем, что я тут, и что вот мне предоставили такую возможность вообще выйти и показать с себя свои программы. Правда, не все получилось, но есть к чему стремиться, над чем работать. Вот очень круто, что вот сегодня я здесь. Расскажи, потому что, правда, очень оригинально. Обычно с севера едут на юг, люди переезжают, а ты с Ялты, из лета переехала в зиму в Челябинск. Расскажи об этом решении, как это получилось и вообще, как ты начинала кататься, потому что каток в Крыму построили совсем недавно. А где же ты тогда начинала кататься? Ну, вообще, изначально я начинала на катке в торговом центре. Там было очень тяжело начинать, так как льда всегда было мало, не хватало. И сейчас, наверное, я бы сказала, тоже. Но вот в 2019 году Илья Иславович Авербух открыл школу наследия. И вот мы ездили, занимались туда. Хорошие тренеры вели занятия. Вот так вот как бы началось мое фигурное катание с того, что вообще я смотрела, и мне всегда очень нравилось, я мечтала этим заниматься. И вот поэтому, когда мы узнали, что у нас есть каток в городе, что есть такая возможность, мы решили попробовать. И вот как-то затянуло. Хотя вот я пришла, в принципе, поздно, можно сказать, в 9 лет начала. Но я вот все годы жизни, что тренировалась, понимала, что
я никогда не пожалею о своем выборе, и что вот я делаю то, что я люблю. Ну, это на самом деле огромный пример, потому что вот все, кто сейчас смотрит, слушает наше такое мини-интервью с девочками, никогда не поздно. Верите в мечту, если вы хотите заниматься фигурным-катанием, приходите Где бы на вы ни каток, были. где бы вы ни были. Каких бы проблем это ни стоило, но если есть мечта, нужно стремиться. И вот наглядный пример нашей замечательной девочки. Арин, у тебя тоже интересная история. Ну, примерно похоже. Ты вообще начинала в торговом центре в Петрозаводске. Вот расскажи, как твой путь становления вот от торгового центра в Петрозаводске до этапа Гран-при России? Сегодня в детстве я в 3 года сказала родителям, что хочу пойти на фигурное катание. Для меня на самом деле это тоже было мечтой, но катка у нас не было, он был только в соседнем городе. Мы поехали туда на просмотр, меня взяли, но родители у меня работали, никто меня возить туда не мог, поэтому тогда мне сказали, что меня не взяли в группу, и меня отдали в художественную гимнастику. Где-то 2 года я занималась художественной гимнастикой, и в итоге даже получала какие-то награды, у меня, в принципе, все получалось, но как-то мама пошла на собрание, и я сказала маме, что нет, я не хочу, я хочу фигурное катание. Тогда меня мама отдала вот на каток в торговый центр, он был очень маленький, там я занималась примерно полгода, и как раз-таки, когда мне исполнилось 6 лет примерно, открыли уже хороший каток, меня отдали в группу, и в 10 лет я переехала в Москву. Сначала я каталась в ЦСКА. Вообще переехали мы не из-за фигурного катания, вот, но так получилось, что здесь совсем другой уровень, и постепенно я шла к своей мечте, и я очень рада, что я здесь, я благодарна всем своим тренерам. Анастасия Юрьевна, привет, Карелия! И всем тренерам, которых я была в Москве, тоже всем очень благодарна. Сейчас я подобрала для себя такую группу, где мне комфортно и все нравится. Будем работать дальше. Вот. Привет передаем Карелии, это очень красивый регион, мы всем советуем попутешествовать, я там лично была несколько раз, я в полном восторге, но передадим слово другому региону, Уфа. Соседнему региону, между прочим, с Магнитогорском. А кто за тебя болеет дома? Кто твои самые ярые болельщики? И какой опыт ты приобрела здесь, сегодня, на этапе Гран-при России? Ну, очень колоссальный опыт я здесь приобрела, что я правда вообще не ожидала, столько зрителей, столько вот берут интервью и постоянно какое-то внимание. Вообще за меня болеют очень много детей маленьких, которые у нас в группе. Я им всем передаю привет, Нике, Вики, вот. Желаю им тоже здесь оказаться. Вот. Ну, хорошо, Маша, Арина, давайте вот вы тоже передадите короткий привет своим самым близким и самым ярым болельщикам. И мы уже совсем скоро начнем смотреть произвольную программу мужчин. Девчонки, кто за вас болеет дома? Лиза, Полина, Ксюша, всем привет. Спасибо вам большое за поддержку. Даже хочу сказать вам большое спасибо, вы меня всегда поддерживаете. Также нашему президенту Федерации Юля. Привет. Маш. Самыми моими ярыми болельщиками это, конечно, является моя семья, бабушка, мама, дедушка. Всем привет и спасибо большое за поддержку. Также я знаю, что за меня болели и переживали мои друзья и одногруппники. Тоже всех люблю, всем спасибо. Я тоже хочу передать привет всей группе «Снежные барсы», привет. И своим родителям спасибо вам большое за поддержку. После неудачной короткой программы вы меня поддержали, и сегодня уже было получше. Арина, ну закрывай наше интервью сегодняшнее, передавай приветы, и мы анонсируем уже, не терпится нам анонсировать Сможешь произвольную программу анонсировать мужчин. произвольную программу мужчин? Приходите все на произвольную программу, будет незабываемо. И вы получите хорошие эмоции и интригу. Ну, ура! Смотрим мужчин.